Этот мужчина важный для вас. Первый мужчина номер один в вашей жизни. И может быть муж, смотрите, кто на мужа гадает. Может быть любимый человек. Что этот мужчина хочет сказать вам? Давайте, что за сообщение он вам несет такое в себе, в своем образе? Что он хочет сказать вам? Вам нужно сменить ритм, сменить частоту, ну и, может быть, сменить гнев на милость. Может быть, энергии, ему что-то не подходит, этому мужчине. Он чем-то, может, недоволен, опечален. Может быть, ему не подходит ваше настроение. Может, не подходит ваш характер, ваша энергия. Может быть, это человек из того мира, из мира ушедших. Да, может быть. Так больше о живых, так больше о ушедших. Но мужчина спешит сообщить об энергии и о частотах вибраций. Что именно? Что-то его не устраивает. С тобой хотят поговорить. Что хотят передать через карты Таро? Общий расклад Таро для мужчин, для женщин. Сегодня с тарологом Алехандро вы услышите послание загаданного человека, возможно, в этом мире, возможно, из другого мира. И, возможно, это будет воспринято как разговор с его душой, а может быть, даже вас с самим собой по какой-то конкретной ситуации. Настраивайтесь на себя, на ситуацию в личной жизни. И мы с вами сегодня проведем такой расклад, импровизацию легкую, да, на тему диалога с его душой. Или с его разумом, или с подсознанием. И посмотрим, что сообщат карты Таро сегодня для вас. Сделаем 4 отдельных расклада, которые вы можете прослушать как единое целое от начала до конца. И я также сегодня сделаю, друзья, привязку по знакам зодиака. Получается, по 3 знака зодиака на каждый. Да? Давайте первый. Вот так раскидаем с вами. Вперемешечку. Итак, уверен, что вы готовы выбирать. Уверен, что вы готовы выбирать, точнее выбрать, или уже выбрали, настроились. Так, давайте. Первый расклад у нас идет поток для козерогов, для раков и для рыбы. Давайте раки, рыбки, раки и козероги. Давайте, кто на связи? Кто на связи? На связи у вас счастливый случай. Счастливый случай и внезапное пополнение, прибавление. Прекрасно, внезапное прибавление. И этот счастливый случай хочет вам сообщить, да, или судьба даже с вами на связи, и с вами на связи удачный момент. То самое место и то самое время, в котором вы так долго хотели оказаться, да. Так вот, на связи судьба. Что судьба говорит? Высшие силы как бы смилуются, или даже это не смилуются, может быть, сжалятся, может быть, наконец-то услышат ваши просьбы, ваши молитвы, особенно если вы действительно молитесь, да, молитвы здесь могут быть. И сердце неба – это о том, что высшие силы открывают вам свое сердце, по сути, да, по сути, дают свободу, дают движение. Поэтому, если вы открывали себе пути и дороги, шли к чему-то, какой-то цели, в конечном итоге вы на правильном пути и на пути к прибавлению, в том числе и прибавлению, умножению финансовых ресурсов, денег, в бизнесе, в работе. То есть вам идет прибыль. Давайте посмотрим, что еще, где вам может, так прямо конкретно повести, да. Везуха идет, пруха прет, да, и на связи действительно высшие силы. Действительно, судьба и удачный момент, то, что я и почувствовал, да. Где вам везет? Первый аспект, где вам повезет.
Повезет не только в деньгах, но и в любви, но и у вас будет какая-то очень хорошая новость по отношению к вашим детям. Вот это классно. То есть у сына, у дочери. Ну, может быть, даже и что-то с детской темой. Может быть, хорошее. Ну, и может кто-то начнет к вам заигрывать, как к мужчине, как к женщине. Разницы нет, но начнется какой-то флирт, отношения начнут налаживаться, улучшаться. Может выйдет на связь тот человек, которого ждете долго. Хорошая карта. Ну, хорошие 3 карты. Хорошее послание, не так ли? Вы знаете, вы сейчас зашли в тупик с детьми, с вопросом о детях или о ребенке. И, может быть, заболел ребенок. Ну, такое, что же бывает, бывает. Может быть, вы очень сильно просто волнуетесь по поводу даже тех же самых отношений. Вот они начались только, а вы не знаете, как они будут дальше или куда идут ваши отношения. У вас будет решение в этом вопросе, и оно должно быть позитивное все равно. Ну и смотрите, вы переживаете очень сильно о каком-то нехорошем событии, которое, возможно, либо предчувствуете и не спите по ночам, сильно волнуетесь, очень сильно волнуетесь, или переживаете легко, но вы не попадете с этим предчувствием в какую-то реальность плохую. То есть ваше плохое предчувствие, оно не исполнится, наоборот. Смотрите, здесь почему я так утверждаю? Все просто. Здесь 5 и 9. А у небес есть мудрое решение по поводу этого вопроса, и оно урегулируется. 5 и 9, 14 урегулирования. Особенно, если это касается ваших переживаний по поводу ваших детей, начальной фазы отношений или отношений с человеком, который не выходит на связь. Вот так вот. Давайте еще посмотрим, а что еще идет, вот кроме такого, как отношения, да, допустим. А идет какое-то чудо. Кстати, идет в вашу жизнь человек. Он управляет реальностью, от него многое зависит. И вот его появление, оно может как бы, ну что ли, или помочь, или наладить, или разрулить, как говорится, да, вот это управление, да, то есть он сможет как-то вот вас настроить. То есть в вашей жизни появляется вот такая энергия, это вообще энергия управления всегда, которая поможет вам именно вот направить свою энергию туда, куда нужно, да, то есть туда, где она создаст этот чудесный волшебный результат. А вам важен результат компромиссный. Вот компромисс вам. Вы ищете компромисс. У вас проблема именно с компромиссом. То есть с предательством, с непониманием, с изменой какой-то, да, или с тупиком, со страхами. Вот эта личность, да, вот эта личность, которая зайдет в ваш мир, она просто вас направит в правильном направлении. Воспринимайте это или как чудо, как милость небес, ну или как вы встретите какого-то волшебника, чудесника. Скорее всего, это будет мужчина с бородой, может быть, даже такой мохнатый. Вокруг него будет много животных, может быть, даже, да. Ну, животные – это его друзья. Может быть, человек, который будет помогать вам благодаря своим ресурсам, своему статусу и своему мастерству, давайте так скажем. Мастер тут тоже есть. 9 – это отшельник, а 5 – это иерофант. То есть, возможно, какой-то мастер придет в вашу жизнь. Мастер чего-то, да? И видите, ваша судьба, она нелегкая. Он вас будет как бы направлять в сложные ситуации. Поэтому давайте резюме. Очень скоро в вашу жизнь входит или поступают не только деньги. Деньги – это только атрибут к цели, на пути к цели. К вам идет богатый энергией человек. Богач, он всегда богат энергией. Бедняк, он всегда, у него беда, у него нет энергии. Так вот он богач, вот он богач, вот он волшебник, вот он мастер, вот он целитель, и вот он маг, вот он власть имущий или,
ну, можна владать, да, це українською правильно, власть имущий, так оно и есть. То есть это человек, который приводит в состояние покоя и баланса, компромисса не только ваши отношения, но и всю вашу психоэмоциональную энергию, направляет ее в нужном русле, и вы успешно преодолеваете достаточно сложный этап своей жизни. То есть хорошее послание, мне оно очень понравилось. Если вам, ну, это послание, ну, как бы нравится, пишите в комментарии, что вы поддерживаете такое сердце неба, или я его еще назову милость небес, да? Пусть небеса или вселенная смилуется над вами. Ну, хорошо, окей. Давайте следующую позицию. Следующая позиция. Ух ты, смотри, с вами хочет поговорить человек, который нуждается в чем-то. Ему нужна ли помощь? Или, может быть, опять вы нуждаетесь в помощи. Но кто на связи? Все равно тот, который или в тюрьме, например, или он стеснен какими-то моментами, или у него что-то украли. Если украли у вас, то эта информация просто для вас. В общем, на связи человек, которому трудно, беда у него, да. Информация эта подойдет особенно весам, овнам и стрельцам. Весы, овны и стрельцы. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что идет. Какая информация вам важна? Почему так тяжело, да? А будет легко. Знаете, вам идет информация, либо вам нужно помогать и отдавать все силы человеку, который нуждается в помощи. Услышьте это. Либо ваши усилия по выходу из кризиса приведут к результату. Колибри – это карта, с одной стороны, облегчения, но с другой стороны, это карта о большом количестве работы. Какое-то количество работы или какие-то усилия вы сейчас прилагаете впустую. У вас не получается. Что-то вот вы делаете, трудитесь, да, машете крыльями. Не выходит, да. Не идет никак, да, пока дело. То есть вы как будто бы ограничились уже, уперлись в какое-то, ну, достигли апогея, да, уперлись на максимум, да, вот вы как двигатель на оборотах максимума, и все, и даже если вы будете повышать обороты, мощность уже дальше не увеличивается, знаете, да, эти кривые двигателей, может быть. Так вот, давайте посмотрим, у вас должен произойти именно прорыв. Ну и посмотрим, может быть, помощь. Кому нужна помощь, да? Прорыв в чем у вас будет? Прорыв финансовый. Получится найти работу, если вы ее долго искали. Получится реализовать тот бизнес-проект, который, возможно, вам интересен. Получится, может быть, даже найти те деньги, если вы ищете. Знаете, вот часто ко мне обращаются в личных раскладах, найти деньги, куда-то там положил, да, вот не могу найти. Или понять, найду, не найду. Вот вы найдете то, что ищете в материальном аспекте. Хорошо. А кому нужно помогать? Кому нужно помогать? Вот что хочет от вас человек, которому нужна помощь? Может, ему не нужны деньги, да? Ну, может быть. Не всегда же деньгами надо помогать, да? А здесь как раз человек в безвыходной ситуации, и ему подойдет любая помощь. И моральная, а это именно моральная. Ну, и может быть, я не исключу, что и финансовая. То есть, тут уже смотрите по своей ситуации. Вообще с вами на связи человек, который, ну, по сути, просит помощи. И что это будет помощь? Какая это будет помощь? Если это финансовая, вам лучше помочь столько вот, сколько можете. Сколько считаете, что если он не вернет, это никак не ударит по вашему бюджету, по вашей стабильности, по вашему, ну, может быть, самолюбию потом, если вы не будете себя корить. Вот дал ему или ей, да, он не возвращает. Этот человек, скорее всего, вам не возвратит вашу помощь. Но оно идет у вас, знаете, как зачет в карму, как плюсик в карму. Это как информация, которая ложится
в книгу вашей судьбы о хороших каких-то делах, которые вам засчитаются рано или поздно. Вот как они вам засчитаются? Как вам вернется или чем вам вернется помощь человеку, который в сложное время обратился к вам за помощью? Счастьем. То есть вы сделаете этого человека счастливым, и вам счастье придет. И вот если вы смотрели первый расклад, то вот этот расклад должен был предшествовать первому, по идее. Логично, да? Вот посмотрите первый расклад, если вы не смотрели. Лучше его посмотрите. А если вы смотрите поподряд, да, все расклады, то это про вас. Кому-то в сложный момент вы помогли уже. Так вот, сейчас тогда, если вы этому уже человеку помогли, он вас уже благодарит мысленно. И вы сейчас через эгрегор Таро считываете эту благодарность. Кто этот человек? Он даже может быть и покойник. Может быть. Жрица, она иногда о темном мире, да, или загробном мире. Это может быть и человека, которого уже нету в живых. Но он вас благодарит. И кто это? Здесь может быть мужчина, который, допустим, любил выпить. Может быть женщина, которая особенно ухаживала за кем-то или за чем-то. Может быть бухгалтер, может быть человек, который мастер, женщина-мастер какой-то, да, вот там. Может быть просто заботливая мама, да. Поэтому, вообще больше, конечно, здесь женщина-мать. Но опять-таки, может ли сын благодарить мать? Может. Может ли мать благодарить сына? Может. Или может ли мать благодарить дочь? Конечно, может. Здесь целых две женщины. Да? То есть, этот человек, он, когда вот вы это сделали, вы помогли ему, и он сказал вам, знаєте, як кажуть, дай тобі Бог щастя. Отак он вам прямо і казав. Розумієте, в чому справа? І оце щастя ви отримуєте зараз. Через послание, через дыхание неба. Эти все расклады связаны. Давайте еще что хочет сказать. Женщина вас благодарит какая-то прямо. И она вам дает не только счастье, она вам еще и дает здоровье. Може, ще й казала так, дай тобі Бог здоровья. И иногда одного слова достаточно, чтобы изменить судьбу. Но еще иногда и достаточно одного взгляда, чтобы изменить судьбу. Так вот, на вашу судьбу влияет благодарность, особенно женщины. Но опять-таки, если это от мужчины идет, то для женщины тоже оно идет. То есть вы получаете энергию здоровья, ваши планы будут реализовываться, ваши усилия, они не напрасны. Колибри – это птица не только суеты, да, но и легкости. Ваш путь облегчается. И вот оно, счастье и женское, в принципе, больше, конечно, женское, но мужское, если мужчины смотрят. Особенно, если мужчина ищет женщину своей мечты, своей судьбы, особенно, если мужчина долго ищет или уже много раз там обжигался, он найдет ту, которую искал. И смотрите, сколько здесь женской энергии. Соответственно, скорее всего, все-таки какая-то женщина вас благодарит за все хорошее, желая вам счастья и здоровья, реализует волшебным образом счастье и здоровье. И смотрите, в прошлом раскладе вам выпадал маг. Там мужчина, мужская энергия, мужская помощь. А здесь именно женская энергия, женская магия, женская помощь. Кто сейчас, если смотрит этот расклад, особенно весы, овны и стрельцы, если вы страдаете от магии, привороты, опои, лярвы, и если у вас мужчина страдает от этой магии, вы от этой магии освободитесь. И ваш мужчина тоже освободится от этой магии. Имейте это в виду. Так вот. То есть работа будет, если вы делаете какую-то работу по освобождению, она пройдет не зря. Потому что колибри – это трудная работа. Это очень много работы нужно сделать. Итак, вариант номер 3. С вами на связи мужчина. Этот мужчина
важный для вас. Первый мужчина номер один в вашей жизни. И может быть муж, смотрите, кто на мужа гадает. Может быть любимый человек из будущего, из настоящего, из прошлого. Ну, кого вы видите в этом образе, напишите в комментарии. Расклад актуален для водолеев, для близнецов, ну и для дев, конечно же. Что этот мужчина хочет сказать вам? Давайте, что за сообщение он вам несет такое в себе, в своем образе? Что он хочет сказать вам? Вам нужно сменить ритм, сменить частоту, ну и частоту как колебания, да, как вибрацию энергии, так и, может быть, сменить гнев на милость. Может быть, энергию, ему что-то не подходит, этому мужчине. Он чем-то, может, недоволен, опечален. Может быть, ему не подходит ваше настроение. Может, не подходит ваш характер, ваша энергия. Бубен – это всегда ритмы. И, может быть, это человек из того мира, из иного мира, да, из мира ушедших, да, может быть. Так больше о живых, так больше о ушедших. Но мужчина спешит сообщить об энергии и о частотах вибрации. Что именно? Что-то его не устраивает. Что его не устраивает? Что-то не так с этим мужчиной или, может быть, с энергиями, которые вас связывают. Да, его действительно не устраивает, он тревожится, его напрягает это, он беспокоится. И, ну, возможно, он даже хотел бы, чтобы это прекратилось. Это некомфортная карта крайне. Смотрите, этому мужчине не подходит что-то с деньгами связано. И связано это с красивой очень женщиной. Смотрите, если это мужчина, от которого вы как женщина много требуете, вам нужно сменить запрос. Вы много требуете действительно. Мужчины, смотрите, если от вас требуют, может быть, это не ваша женщина, если она не справится, как бы, ну, как люди-то очень с большим трудом меняются, это колоссальная работа на самом деле над собой, чтобы себя поменять. Но скажу так, как минимум, здесь серьезный конфликт, вопрос, камень преткновения в финансовом аспекте. Поэтому будьте внимательны. То напряжение, которое сейчас возникло между женщиной и мужчиной, особенно на почве денег, оно может развиваться по более непредсказуемому сценарию. Мужчина хочет предупредить вас по поводу денег, по поводу работы. Ну, и это может, конечно, измениться в лучшую сторону, эта ситуация. Но вам обоим нужно менять подход к этому вопросу, особенно в финансовом вопросе. Что-то тревожное идет по поводу продажи какого-то объекта, недвижимости, какой-то дорогой купли-продажи. Может быть, мужчина тревожится по поводу того, что нужно купить что-то или продать. Здесь купля-продажа, вот здесь. Но есть тенденция к тому, что что-то изменится и в лучшую сторону. Это вообще хорошая карта. Но вам нужно быть аккуратным во время сделки. Вам нужно перечитать договор. Ну, все предусмотреть. Предусмотреть на сделке. На какое-то здесь правосудие. 9 – это мудрость, внимательность. И 2, 11 – это вы чего-то не видите, не знаете в каком-то договоре, в каком-то юридическом аспекте.
Ну и смотрите, будет какое-то продолжение и будет движение. Мужчина хочет предупредить вас о поездке, о приезде и о переезде. Возможно, будет встреча долгожданная, и вы тревожитесь. Но вам к этой встрече нужно успеть что-то изменить. Может быть, с этим мужчиной. Или что-то дел каких-то, которые касаются, может быть, финансовых вопросов. То есть мужчина вам спешит сообщить о приближении, о встрече, о сделке и о, может быть, какой-то ответственном договоре, в котором нужно много чего предусмотреть. И не про, как говорится, не прощелкать или там не проморгать. Не проморгать какой-то важный момент, особенно в купле-продаже. Может быть, мужчина говорит, что лучше продай немножко дешевле, уступи, для начала. И может быть, мужчина и говорит вам, что для того, чтобы продать, нужно уступить, чтобы приобрести, нужно потерять. Но здесь в таком контексте это много хочешь, а мало получишь, да? Тут вот, чтобы хоть что-то получить, нужно немножко уступить, и тогда пойдет движение. Ну, особенно если этот мужчина жив, ну или, может быть, это кто-то за вами наблюдает, например, там, брат или муж покойный или отец, да, с того света и говорит, там, уступи, немножко уступи. Ну и в отношениях тут тоже, если вы уступаете, то у вас есть какое-то решение. Почему? Потому что частота – это низкая здесь частота, так высокая частота, так низкая частота. А бубен – это всегда низкие частоты. Это материальный мир, да. Поэтому в вашем материальном потоке есть застой, потому что вы не уступаете друг другу. Вот суть этого месседжа для вас. Ну хорошо, давайте тогда посмотрим следующее сообщение. И следующее сообщение у нас идет от женщины. И эта женщина из какого-то высшего общества, привилегированная леди, ну или важная леди для вас, прямо от женщины. Окей, тут сегодня у нас так гармонично выпадают карты. Итак, Скорпион. Для Скорпионов интересно это будет. Может, тут Скорпиона информация идет. Телец. Тельцы. Ну и львы. Хорошо. О чем хочет поговорить ваша привилегированная, такое сложное слово, да? Напишите мне в комментарии, вы легко выговариваете слово привилегированная. Привилегированная, видите, у меня легко получается, но я очень много говорю, очень много, да, и тренируюсь речи, да. Поэтому не у всех с первого раза получится привилегированная. И если у вас получается с первого раза, напишите мне в комментарии, я вам поставлю сердечко. Возможно. Ух ты! О жертве говорит женщина вам. Ну, смотрите, либо она вам говорит, что вы жертва, либо надо чем-то пожертвовать. Вот так. Или что-то принести в жертву, или чем-то надо жертвовать. Вообще, здесь жертва в прямом положении. То есть надо жертвовать. Вот так я бы сказал, не торопитесь жертвовать. А тут такой, мы же с духами общаемся через этот эгрегор. Это оракул шамана, мистика и духов. Поэтому здесь я бы сказал, что вам стоит чем-то пожертвовать. Давайте посмотрим, чем вам стоит пожертвовать. Чем вам стоит пожертвовать? Вам стоит пожертвовать треугольником и радостями в треугольнике. Не знаю, насколько он вам дорог, но, скорее всего, эта привилегированная женщина спешит вам сообщить, что вам пора выходить из треугольника и как минимум переставать себя обманывать в этом треугольнике. Такой вот месседж. Давайте еще посмотрим, чем можно пожертвовать.
Ну и смотрите, возможно, это на связи с вами соперница, которая хочет, чтобы вы пожертвовали мужчиной, особенно если он телец, а здесь у вас, кстати, телец есть, особенно если он может быть скорпион и лев, но еще это и дева, и козерог. Может быть, начальница хочет вас выдавить, или женщина, которая связана с вами работой, выталкивает вас, ну, это называется вытесняет, да. У вас прямо тут, я смотрю, или треугольник какой-то, прям двое мужчин, может быть, двое женщин вокруг одного мужчины, может быть, идет война, но эта карта, она обычно о предупреждении. Поэтому какая-то женщина не хочет, чтобы вы были с каким-то из мужчин. Здесь водолей, чистый водолей. Здесь чистый телец. И эти мужчины, может быть, если у вас двое мужчин, вот как у женщины, и вы это привилегированная леди, то вам нужно решать с каким-то мужчиной. Вам нельзя быть с двумя мужчинами одновременно. Вот иногда я говорю, что вам надо сохранять отношения с двумя мужчинами. Надо иметь запасное, как бы, там, аэродром, пусть он будет, да, или запасную гавань, да, как хотите, называйте. Но вот здесь нужно, если у женщины двое мужчин, то один должен куда-то, ну, выйти из отношений, да куда-то деться, как говорится. Ну и смотрите, мужчины, если смотрите, то у вас может быть соперник, вы о нем даже не будете знать, тут маска, вам врут, имейте в виду. Ну и смотрите, тут вообще дела любовные, поэтому с вами на связи женщина, дух женщины, если это ваша мама, то, скорее всего, она вас предупреждает о том, что, знаете, одной попой на двух стульях не усидишь. Это может касаться не только отношений, но и, допустим, если вы работаете на двух работах или на трех, то вам лучше работать на одной работе. Такое бывает. Если вы, допустим, может быть, тянете, допустим, ну, распыляете свои направления, да, ну, самореализации, там, шьете крючком, вяжете, к примеру, да, и одновременно еще и работаете где-то там, не знаю, на телевидении или на радио, к примеру, ну, как вариант, где угодно можете работать, или в саду, или в аэропорту где-то, да, в диспетчеровской, то вам нельзя совмещать вязание крючком и работать диспетчером, потому что это будет все печально, да. Ну, опять-таки, полицейским и бухгалтером одновременно. Ну, понимаете, то есть что-то несовместимое. Несовместимость. То есть вам спешат сказать, что вам нужно пожертвовать тем, что явно лишнее. И что это лишнее? Работа, отношения, все, что лишнее. Здесь двойка, видите, близнец, бинарность. То есть что-то должно одно уйти, чтобы энергии ваших потоков или энергия потока реальности, она стабилизировалась, а не раздваивалась, расстраивалась. Да? Ну, а когда она расстраивается, тогда она расстраивается, да? Выходит из баланса, диссонирует. Поэтому на связи с вами женщина, которая предупреждает вас о том, что если вы будете совмещать приятное с полезным, ну, в кавычках, то вы, ну, как минимум, потеряете больше, чем имеете сейчас. Но это как угроза. А вот давайте посмотрим, а за что вам тогда надо держаться? То есть понятно, что нужно отпустить кого-то или что-то из двойственности или из тройственности, и должно остаться что-то одно. Да? А вот что нельзя отдавать и что нельзя терять, по мнению высших сил. Здесь дьявол, вам нельзя нарушать договор. Поэтому не теряйте договор и не нарушайте договор. Давайте еще. Вам так хочется, тут дурак выпадает. А можно или нет? Можно, но только здесь это вам
обойдется очень большое количество энергии. Речь идет не о деньгах, а о энергии. Может, это здоровье. То есть заплатить здоровьем – это всегда дороже, чем деньгами. Поэтому, знаете, у меня такое ощущение, что с одной стороны вас принуждают выбрать что-то одно из трех, или из двух. А с другой стороны, вам нельзя нарушать какой-то договор. Если вы его нарушите, то это вам будет очень дорого обойдется. Не сколько в деньгах, сколько в здоровье. Особенно, если это касается мужчины. И для мужчин эта информация тоже очень важна. Дьявол, дурак и успех. Я бы сказал, вам нельзя ни в коем случае ради успеха нарушать какой-то договор. Нельзя его нарушать, нельзя разрывать. Вот эта карта отпускания всегда. А вот это успех. Поэтому ради успеха нарушить договор для вас будет, возможно, каким-то очень тяжелым грехом. Почуємось. Па-па.